В библиотеке музея открылась арт-выставка «Цветы Победы». На ней представлены работы ребят из клуба «Мы вместе» и молодежного социального центра, а также воспитанников психоневрологического интерната. Поторопитесь увидеть эти замечательные творения, ведь уже 25 мая выставка завершит свою работу. Арт-выставка собрала в одном зале чудесные работы, сделанные руками ребят из клуба «Мы вместе» и психоневрологического интерната. Здесь и картины, и плакаты, посвященные Дню Победы, и оригинальные поделки из бумаги. Елена держит в руках бумажного голубя, птицу, которая является символом мира. Делать ее доставило большое удовольствие. Врезали контур голубя, все приклеивали с двух сторон. Приклеивали крылья, делали с двух сторон. Обмотали ленточку, привязали и сделали гвоздику. Проволоку обмотали стол зеленым и салфетки сделали гвоздику. Такие красивые и необычные работы из бумаги ребят научили делать педагоги психоневрологического интерната. Большое количество у нас ребят участвовало, много коллективных работ, есть индивидуальные работы. Вот у нас Ваня Таганов, мы занимаемся с ним бумагой сгофрированной. Вы говорили про квиллинг, вверху стоит апиарий. Это тоже у нас индивидуальная работа. Также у нас представлены вышивки. Ребята у нас вышивают, и мальчики, и девочки. И, естественно, у нас есть мальчик, который очень хорошо рисует. Плакаты, которые вы здесь видите, это работа Сергея. Воспитанники вместе с педагогами осваивают различные техники. В планах заняться скрапбукингом. Творческие наклонности ребят в интернате поддерживают и помогают развивать. Например, Елена, помимо прочего, любит читать стихи. Фотографии в газете нечетко изображены бойцы. Они еще почти что дети, герои мировой войны. Они снимались перед боем. В обнимку чуть белого рва. И было небо голубое, была зеленая трава. После того, как воспитанники интерната и клуба «Мы вместе» рассказали гостям о своих работах, они дружно вышли на улицу и запустили в небо воздушные шарики, как символ радости и мира. 2, 1, пускай!